Всем привет! Я сейчас в 11 классе, и этот год очень ответственный для меня. Вы все помните, каким было дистанционное обучение во время карантина весной 2020 года, но на самом деле оно должно быть совершенно не таким. И я открыла для себя домашнюю школу «Интернет-урок». Эта школа работает более 5 лет, и за это время процесс обучения уже отработан, и это колоссально отличается от того, что переживали обычные школы во время дистанционного обучения, когда они сами толком не понимали, как этот процесс работает. Этот портал – крупнейшая онлайн-школа, и на данный момент в ней учатся более 14 тысяч учеников. У ребенка остается намного больше времени для своих увлечений, там плавание, программирование и тому подобное. Также не имеет значения, какое гражданство у ребенка и где он зарегистрирован. Абсолютно все могут получать образование. Перед регистрацией пользователи получают бесплатную пробную неделю, и благодаря этому он может протестировать функционал платформы. Сейчас я покажу, как учиться в этой домашней школе. Вот, тут есть расписание, и в нем можно свободно перемещаться, смотреть уроки повторно, если ты не успел или хочешь повторить какую-либо информацию. За время обучения в этой школе вы получите полный доступ к видеоурокам, конспектам, тренажерам. Также, что очень большой плюс, онлайн-консультации с учителем, в случае, если что-то непонятно. Также домашние работы, служба кураторов, вопрос учителю, ну и тому подобное. Вот, к примеру, мы открыли конспект по алгебре за прошлую неделю. Тут мы можем просмотреть абсолютно всю информацию. По каждой теме каждого предмета есть видеоурок. Вот, например, это видеоурок по алгебре по теме прошлой недели «Применение производной». Исследование функции. Здесь мы узнаем, каким образом с помощью производной найти, где функция возрастает, где убывает. А вот также видеоурок по биологии за прошлую неделю. Здравствуйте! Сегодня мы подробнее рассмотрим борьбу за существование и выделим основные ее формы. Очень большой плюс – это то, что ребенок не привязан к месту обучения. Он может путешествовать, и это никак не будет сказываться на его успеваемости. Очень важно, что после окончания онлайн-школы выдается аттестат государственного образца, то есть приезжать нужно только на ОГЭ после 9 класса и ЕГЭ после 11 класса в города, где находится школа-партнер, а по России таких городов несколько. Любой родитель может перевести своего ребенка на такую форму обучения, и для этого не требуется никаких справок. Я всем рекомендую зарегистрироваться, попробовать бесплатную пробную неделю в этой онлайн-школе и поделиться своими впечатлениями. А ссылка на эту онлайн-школу будет в описании под этим видео. Мы заехали в такую даль дальнюю, угадайте зачем, а сейчас я вам покажу. Выходим все. Смотрите, это огромная гигантская гора Рапанов. Ракушек от Рапанов. Да. Их множество здесь просто. Смотри, Дотя, что это? Али. Алиса, ты видела, сколько рапанчиков? Посмотри. Все хрустит под ногами. Это ощущение такое создает классно. Это вот это все гора, не земля. Ракушки, да? Сколько ракушек, Али? Ух ты. Класс, да? Вот это мы нашли. Да? Игрушки. Ну что она делает? Вот, у нее руки уже панами пахнут. Она меня щупает. Сильный ветер дует, я не знаю, будет меня слышно или нет, но мы спустимся вот сюда. И
И чтобы пройти на этот пляж, который я вам показала только что, нужно вот сюда зайти, вот в такую дырку в заборе и обойти. Там будет дорога вниз. У нас, как обычно, столько барахла, что пока это все свезешь, тяжело. Но что обнадеживает, обратно мы будем идти более налегке. Арбуз съестся, дрова сожгутся. Море штормит сегодня. Вот такой вот пляж. Комментарии на моем канале до сих пор все отключены благодаря YouTube. Из-за того, что на моем канале есть дети, YouTube их не разрешает. Я не знаю, может быть, кто-то из вас этого не знает, но, по-моему, знают уже все. И я знаю, что многие будут интересоваться, где это место, где мы сейчас находимся. Это место за Ильичевском. И если вы забьете в навигаторе «Кооператив Ветеран», вы выйдете прямо на этот пляж. Ну а дальше вы уже видели, как я снимала. Лесенки, вот эти склоны дикие. И берег. Людей относительно немного, они на расстоянии друг от друга все. Мне нравится здесь. Алиса пришла. Алиса пришла ругаться. Где Алисины игрушки, ма? Здесь более к обеду медузы начали подползать. Чуть-чуть. Уже видела. Песок мне не сыпешь, хорошо? Сейчас. Пока арбуз холодный, надо разрезать его. Ого, как его вытащить. Сейчас буду вся в этом арбузе. Тая, бери кусок, давай. Вставай, Тая. На, только над подстилкой не кушай, хорошо? Скажи, всем дали, а мне не дали, да? Писай. Ай, вкусно! Ай, вкусно! Держи, будешь еще? Так. Ам.
арбузик, доца, брось его, брось. Брось, это кака. Фу, кака какая, бросай арбузик, он грязный. Алиса, он грязный, он в песке весь, брось его. Бух! Спасибо, дорогая, это было мое пиво. Это я хотела голову не мочить. Она уже унесла мою баночку с пивом, да? Волна сегодня такая огромная, да, Дося? Волна! Ой! Все, Алису Геннадьевну я уложила спать. А сейчас, сегодня мы решили шашлыки не жарить. У нас будут сулугуни в лаваше на мангале. И будут кальмары по моему новому рецепту. О нем я вам расскажу немножко позже, как я мариновала. Сыр стекает на дрова. Сыр стекает, ну пусть стекает. Слушай. Я всегда делаю сулугуни очень вкусно. Я кладу побольше сыра, укропчик, помидорчик режу меленько. Не экономлю. А я люблю сулугуни только с сыром, потому что я не люблю помидоры, не люблю укроп. Ну, придется есть и овощи тоже. Пол сыра вытекло. Ничего там не вытекло, все нормально. А что текло? Сырок расплавился. Первая партия сулугуник у нас уже готова. Шеф-повар Геннадий Анатольевич, как всегда, неизменно возле мангала. Налетай. А вот наше новое блюдо кальмары на гриле у нас сегодня будут. Должно быть, по идее, все очень-очень вкусно. Да, традиционный шашлык нам надоел, и поэтому мы решили попробовать что-то новенькое. А именно шашлык из тушек кальмаров. По особому рецепту я замариновал. По маринаду у нас всего было на глаз. Мы использовали чеснок, лимон, соевый соус и что еще? Соль. И соль, да. В общем, всего наколопусали, да. Один лимончик выдавили, чеснока, правда, взяли побольше, головок 4-5, наверное, головки примерно. Черный перец на глаз, соль на глаз. Это все я взбила блендером и залили на ночь, получается, в такую мисочку. Этим маринадом все наши кальмарчики. Единственное, с лимона выбираем косточки, чтобы не горчило. Чистый лимонный сок. Да. И маринад я вчера попробовала, очень вкусненько было, прям ням-ням. Так что попробуем сейчас. Сейчас посмотрим, дети оценят или не оценят. Это наше морское блюдо. Чтобы кальмары не передержать, мы их обжариваем до золотистой корочки. Буквально, наверное, 5-7 минут. Этого вполне достаточно. Алиса Геннадьевна дрыхнет в коляске под вот тем синеньким навесиком. Ася, как обычно, в телефоне долбится, а Тая ест. У нас все стабильно. Без изменений. Мне кажется, он еще немножко не дожарился. Я бы еще чуть-чуть подержала бы их. А ну попробуй. И тебе дам. Ну кусай, блин. Такое, на. Еще чуть-чуть давай пожарим, да? Угу. По-моему, все уже готово. Просто кушать хочешь. Да. А это пахнет морковью. Нет, оно очень вкусненько. Пробуйте. Я возьму. Я уже попробовала. Ну что, Тая? Нравится? Очень. А тебе? Пробуй. Это очень вкусно. Ну что? Класс.
Да. Боже, я обожаю морепродукты. Вкусняшечка. Я в последнее время не люблю мидии. Я не знаю. Я еще хочу. Ну еще. Ой. Медуза была такая, что большая.